Всем привет! Вы на канале Пет-Рукодельница. Сегодня мы будем вязать кофточку крючком в свободном стиле оверсайз. У нее интересный крой рукавов в форме фонариков. Вяжется такая кофточка очень просто. В основе очень простой узор крючком из столбиков с одним накидом. Узор имеет небольшой ажур. С такой кофточкой справится даже начинающая мастерица. Носить такую кофточку можно с любыми вещами вашего гардероба. И с джинсами, и со строгой юбкой-карандаш. Также носить кофточку можно, спустив одно плечо. Смотрится она таким образом очень нежно и женственно. Сейчас я вам покажу, как эта кофточка выглядит сзади. В сегодняшнем видео мастер-классе мы свяжем такую кофточку на любой размер. Для этого вам понадобится всего лишь 3 мерки. Это длина изделия от линии плеча до низа, обхват бедер на уровне длины изделия и обхват руки в области плеча. У меня получилась длина изделия 55 см, обхват бедер 88 см и обхват плеча 24,5 см. И вязание нашего свитера мы будем начинать спереда, вязать его будем снизу вверх. Ширина переда будет равна половине обхвату бедер, то есть я 88 разделила пополам, получаю 44 сантиметра. И затем мы выполняем прибавление. Высоту прибавлений, вот это вот расстояние, определяем следующим образом. Мы от длины изделия вычитаем обхват плеча. Обхват плеча будет равен высоте проймы. То есть получается, что 55 минус 24,5 примерно на высоту 30,5 сантиметров я вяжу, выполняя прибавление с обоих сторон. А затем буду вязать уже прямо на высоту проймы. Также мы формируем вырез горловины. Рассчитывала я его следующим образом. Наш обхват плеча или высоту проймы я делю на 4, получаю примерно 6 сантиметров. И от того места, когда я прекратила выполнение прибавления, я вяжу 6 сантиметров. И затем формирую вырез горловины. Ширина выреза примерно 10-11 сантиметров можно брать. И получилось, что глубина выреза у меня примерно 18 сантиметров. То есть 24,5 минус 6, и здесь остается 18 сантиметров. При этом 18 я поделила на 2, и получилось, что примерно 9 сантиметров я выполняла убавление для формирования горловины. И примерно еще 9 сантиметров вязала уже ровно, без убавлений. На этом перед готов. В точности также мы вяжем спинку, только вырез не выполняем. То есть последний ряд у нас ровно проходит. Затем мы выполняем оба плечевых шва и начинаем вязать рукав. Рукав вяжется без убавлений, ровным полотном я вязала 26 сантиметров. И затем край рукава собирается при помощи вязаного манжета. Высота манжета примерно 2 сантиметра. Когда оба рукава у нас готовы, мы выполняем боковые швы. Кстати, именно манжета вяжется после того, как выполнили уже боковые швы. Вяжется она в круговую. И также в круговую мы в конце оформляем горловину. Все, можем приступать к вязанию. Начинать вязание будем снизу переда. Для этого мы при помощи крючка наберем цепочку из 103 воздушных петель. Количество петель должно быть кратно 3 плюс еще 1 петля. Я уже набрала 103 петельки. Теперь мы набираем еще 3 петли для подъема. И начиная с 4 от крючка петельки будем вязать столбики с одним накидом. Каждую воздушную петельку цепочки. Я уже выполнила ряд из столбиков с одним накидом. Получилось у меня 103 столбика и воздушная цепочка подъема. Дальше я выполняю воздушную петлю подъема. Поворачиваю вязание и начиная со 2 от крючка петельки
я свяжу 3 столбика без накида. Затем выполняю воздушную петлю, пропускаю одну петельку и во вторую вяжу 2 столбика без накида. Первый и в следующую петельку второй. Далее опять воздушная петля, пропускаем одну петельку и во вторую вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. То есть так повторяем до конца ряда. Воздушная петля, петельку пропустили, 2 столбика без накида. И заканчиваем ряд. Я связала воздушную петельку, пропускаю одну петлю и вяжу еще 3 столбика без накида. И в воздушные петли подъема ничего не провязываем. Дальше мы переходим к вязанию основного узора и вяжем 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. И со следующего ряда мы также будем начинать вязать прибавление. Я буду сейчас вязать столбик с одним накидом. И крайние столбики с накидом будем вязать по-особому. Сейчас я покажу. Выполняем накид, ввожу крючок туда же, откуда у меня идут воздушные петельки подъема, то есть в самый первый столбик. Вытянула рабочую нить и провязываю только одну петельку на крючке. А затем вяжу как обычный столбик с одним накидом. 2 петли провязала и еще 2 провязываю. То есть вот так мы будем вязать все крайние столбики. Это необходимо для того, чтобы у нас край прибавочный не стянулся. Далее выполняем 2 воздушные петли. И сейчас мы будем вязать 2 столбика с одним накидом с общей вершины. Я выполняю накид, ввожу крючок туда же, откуда мы уже вязали столбик. Вытянула рабочую нить и провязываю только 2 петли с крючка. Опять выполняю накид. И пропустив 2 петельки, в третью буду вводить крючок. Как раз, то есть под воздушную петлю, которую мы вязали в том ряду. Опять же вытянула рабочую нить. Провязываю 2 петельки. На крючке у меня сейчас 3 петли, и я их провязываю за 1 раз. И уже узор у меня начинает повторяться. То есть я опять делаю 2 воздушные петли, выполняю накид, ввожу крючок в ту же самую петельку, откуда у меня идет столбик, вытянула рабочую нить, провязываю 2 петли, выполняю снова накид, пропускаю 2 петельки в третью, то есть опять же под воздушную петлю, которую мы вязали в прошлом ряду. Вытянула рабочую нить, провязываю только 2 петли и затем 3 петельки за раз. То есть таким образом вяжем ряд до конца. 2 воздушных и 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Получается, что все столбики с одним накидом мы вяжем, подхватив воздушную петельку, которую мы вязали в прошлом ряду. И заканчиваем ряд. У меня провязано 2 воздушных. Я вяжу первый столбик с накидом. Провязала накид, выполняю накид. Теперь вяжу следующий столбик, пропустив 2 петельки в третью. И все 3 петли на крючке за раз. Теперь мы делаем прибавление. Опять же я вяжу 2 воздушные. Выполняю накид, ввожу крючок в ту же самую петельку, где у меня столбик. Вытянула рабочую нить, провязала только одну петельку. Затем подхватываю рабочую нить, провязываю еще 2 петельки. Выполняю накид, ввожу крючок в ту же самую петлю. Провязываю опять же только одну ниточку, затем подхватываю рабочую нить, провязываю еще 2 ниточки и затем все 3 петли на крючке за 1 раз. То есть опять же крайний столбик с накидом мы провязали чуть-чуть по-другому. Далее выполняем 3 воздушных, разворачиваем вязание, выполняю накид, ввожу крючок в петлю, самую первую. Опять же, это крайний столбик, поэтому провязываем его сначала одну петельку, затем еще 2 и еще 2.
И начинаем выполнять наш узор. Делаем 2 воздушные, выполняю накид. И сейчас буду вязать опять 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Ввожу крючок, ту же самую петельку опять же. Провязываю только накид, делаю еще один накид. Ввожу крючок теперь в предыдущий столбик с общей вершиной. Вытаскиваю рабочую нить, провязываю 2 петли. И затем все 3 петли на крючке за один раз. И начинаем повторяться. Опять 2 воздушные. И 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. То есть вязать буду столбики вот как раз вершинки вот этих вот предыдущих столбиков. Вытянула рабочую нить, провязываю 2 петельки, еще раз накид. Опять вершину следующего столбика. И все 3 петельки за раз на крючке. То есть таким образом продолжаем вязание ряда до конца. И заканчиваем ряд. Я связала 2 воздушных. Опять же ввожу крючок, ту же самую петельку, где у меня предыдущий столбик. Провязала только накид. Выполняю опять накид. Ввожу крючок вот в этот столбик с одним накидом, крайний. Провязываю опять же только накид и затем все 3 петли на крючке за один раз. Затем делаю уже прибавление, вяжу еще 2 воздушные петли, накид на крючок и в ту же самую петельку ввожу крючок, вытащила рабочую нить, провязываю только одну ниточку, затем опять подхватываю рабочую нить и провязываю еще 2 петельки, выполняю еще один накид, опять ввожу крючок туда же. Вытянула рабочую нить, провязала только одну ниточку, затем еще 2 петельки провязываем и затем все 3 петли на крючке за один раз. И таким образом мы выполняем прибавление до начала вывязывания пройм. Повторяем постоянно вот этот вот второй ряд с узором. То есть сейчас мы опять же выполняем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание и приступаем к вязанию опять же второго ряда. Ввожу крючок в петельку, втягиваю рабочую нить, провязываю только одну ниточку. Повторяю еще раз, так мы вяжем все крайние столбики, чтобы ряд у нас не стянулся. И дальше вяжем раппорт узора, то есть чередуя 2 воздушных петли и столбики с общей вершиной. Я уже провязала достаточное количество прибавлений, всего у меня получился 31 ряд с прибавлениями, вот так выглядит правая сторона, и точно так же выглядит и левая сторона. У нас получилось как бы трапеция. Всего мы изначально набирали 34 раппорта, а через 31 ряд получился уже 64 раппорта. И дальше мы будем вязать без прибавлений. Для вязания без прибавлений вяжем сейчас 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание и будем вязать опять же 2 столбика с общей вершиной. Первый столбик вяжу туда же, откуда идут воздушные петельки. Выполняю еще один накид. Ввожу крючок в следующий столбик. Провязываю только накид и затем все 3 петельки. И дальше, как обычно, по узору мы вяжем раппорт. Это 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Я провязала последний раппорт. Теперь вяжем 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом с общей вершиной и основанием вот в эту же петельку, откуда идет вот этот столбик. Вяжу уже столбики как обычно. Опять выполняю накид, ввожу крючочек, провязываю только 2 петельки и затем все 3 петли на крючке за один раз. Затем выполняю 4 воздушные, разворачиваю вязание и приступаю к вязанию следующего ряда. Вяжу опять 2 столбика с общей вершиной. Первую ножку столбика
ту же самую петельку, откуда идут у меня воздушные. Провязала накид, еще раз выполняю накид и ввожу крючок в вершину следующего столбика, провязываю накид и затем все 3 петли на крючке за один раз. И дальше, как обычно, уже вяжем раппорты, это 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом с общей вершины. Вяжем тогда до конца ряда. И заканчиваем ряд следующим образом. То есть я вяжу 2 воздушных петельки. Вот посмотрите, у меня воздушные петли подъема здесь. И я буду сейчас вязать 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Также первую ножку столбика ввожу в ту же самую петельку, откуда у меня уже идет столбик. Опять выполняю накид. И сейчас ввожу крючок в 4-ю воздушную петельку. Также вытянула рабочую нить, провязываю только накид и затем все 3 петли на крючке за раз. И таким образом мы продолжаем вязать до начала выреза горловины, постоянно повторяя вот этот вот последний ряд. Выбираем 4 воздушные и вяжем. Я выполнила 6 рядов без прибавлений. Красным маркером у меня отмечен последний ряд с прибавочками. И теперь мы будем формировать горловину спереди. Я синими маркерами разметила вырез горловины спереди. Он составляет у меня примерно 10,5 сантиметров. И это получилось 9 раппортов. Теперь мы будем формировать отдельно правую часть и отдельно левую. И начнем формировать убавление у горловины. Посмотрите, я довязала до маркера и дальше мы будем выполнять убавление. Сейчас я начинаю вязать 3 воздушные петельки. Разворачиваю вязание. И теперь вяжу столбик с одним накидом в следующий столбичек рядом. Затем выполняю 2 воздушные и продолжаю вязать, как обычно, наш раппорт. Сейчас буду вязать 2 столбика с общей вершиной. Посмотрите, я уже закончила вязание 2-го ряда до конца. Теперь вяжу 3-й ряд, точнее связала его уже практически до конца. Посмотрите, вот это вот у меня воздушная цепочка подъема из 3 петель. И вот столбик с одним накидом. Посмотрите, как я заканчиваю 3-й ряд. У меня связано 2 воздушные. Я сейчас свяжу 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик вяжу в ту же самую петельку, где у меня уже есть столбик. Провязала накид, выполняю накид. И вторую ножку столбика вяжу вот в столбик с одним накидом. Вот 3 воздушные, столбик с одним накидом. В него провязываю. И сформировалось еще одно убавление. Начинаю вязать 3 воздушных и вяжу убавление, таким образом чередуя вот 2-й и 3-й ряд. А дальше опять разворачиваем вязание и вяжем столбик с одним накидом. Таким образом мы формируем убавление на горловине. Я выполнила 10 рядов с убавлениями. Посмотрите, какой получился у меня вырез. И дальше я буду вязать без убавлений, просто ровным полотном на высоту проймы. Я уже сформировала полностью вырез горловины, то есть вот этот вот участок без прибавления у меня получился 8 рядов. В точности также я сформировала и вторую половинку выреза. И наш перед готов.
Теперь нам необходимо связать спинку. Спинку вяжем мы в точности так же, только не формируем никакой вырез. То есть у нас последний ряд просто ровный и прямой. Таким образом получается. Никакого выреза горловины не формируем. И когда и спинка, и перед готовы, мы выполняем плечевые швы. Я уже выполнила плечевой шов. Вот так он выглядит с лицевой стороны. И вот так вот с изнаночной. Выполняла его обычной ниткой с иголкой. Теперь мы приступаем к вязанию рукава. Вводим крючок в основание нашей проймы. Подхватываем рабочую нить. И будем вязать рукав уже ровным полотном без прибавлений. Я выполняю сейчас 4 воздушные петли. И смотрите, как мы будем подвязывать наш рукав. Сейчас я буду вязать нашим привычным узором, то есть буду вязать столбик с общей вершиной. Одну ножку столбика ввожу туда же, откуда у меня идут воздушные петли подъема, в основание ряда. А вторую ножку вяжу в основание следующего ряда. То есть вот у меня первый ряд, вот второй, вот в основание следующего ряда подвязываю. Затем 2 воздушные. И опять начинаем вязать столбики с общей вершиной. Первую ножку вяжу туда же, где у меня уже и связан столбик. А вторую ножку я вяжу теперь не в основание следующего ряда, а в его центр. То есть подхватываю прям сам столбик. Опять 2 воздушные. И следующий столбик с общей вершиной. Первую ножку столбика вяжу туда же, где уже у меня связан столбик. А вторую ножку вяжу в основании ряда. То есть вот у меня этот ряд, который я схватила за центр, да? И вот следующего основания ряда. То есть получается, что я пропустила 1,5 ряда. Вот таким образом, что у меня вышло, что на 3 рядах у меня 2 столбика с общей вершиной. Опять 2 воздушные вяжем. И столбик сейчас с общей вершиной. Первую ножку вяжу туда же. А следующую ножку в основание следующего ряда. То есть пропускаю 1 ряд. Две воздушные. И следующий столбик с общей вершиной мы опять будем вязать через 1,5 ряда. То есть первую ножку я подвязываю туда же, где у меня уже есть столбик. И вторую ножку вяжу, пропустив 1,5 ряда. То есть вот первый ряд и вот центр следующего ряда. То есть таким образом мы вяжем. Чередование у нас идет такое. Сначала мы через ряд 1 сделали столбик с общей вершины, потом 2 столбика через 1,5 ряда. Опять через ряд 2 столбика через 1,5 ряда. Так вяжем весь первый ряд рукава. Я уже выполнила первый ряд рукава. Получилось у меня всего вот таких вот 36 раппортов. И дальше мы будем вязать без прибавлений, без убавлений, ровным полотном на необходимую длину рукава. Рукав уже достиг нужной длины. Всего я провязала 26 рядов. Дальше мы в точности также вяжем и второй рукав. И когда оба рукавчика будут готовы, мы выполним боковой шов. Я выполнила боковой шов на нашем полувере и теперь буду формировать манжет на рукаве. Для этого я подсоединила рабочую нить, выполняю воздушную петельку подъема и теперь буду вязать столбиками без накида в каждый столбик с общей вершиной. То есть воздушные петли пропускаю,
ввожу крючок в столбик с общей вершиной и провязываю столбик без накида. Затем опять воздушную цепочку пропускаю, ввожу крючок в столбик с общей вершиной и провязываю столбик без накида. Таким образом вяжем весь ряд. Я уже выполнила первый ряд до конца и теперь вяжу соединительный столбик в первый самый столбик без накида. Опять выполняю воздушную петлю и следующий ряд мы провяжем также столбиком без накида. Начинаю с той же самой петли, куда уже связала соединительный столбик. То есть провязываю просто ряд из столбиков без накида. Я уже выполнила второй ряд и также вяжу соединительную петельку в первый столбик ряда. Следующий ряд будем вязать из столбиков с одним накидом. То есть я выполняю 3 воздушные петли для подъема и начинаю вязать ряд из столбиков с одним накидом. Начинаю с той же самой петли, откуда у меня идет соединительный столбик. Вяжем весь ряд до конца столбиком с одним накидом. Я довязала ряд до конца. Теперь вяжу соединительную петельку в первый столбик с накидом. Выполняю воздушную петлю и вяжу ряд из столбиков без накида. Опять же, начинаю с той же самой петли, куда вязала соединительный столбик. Вяжем ряд столбиками без накида. Я уже закончила ряд и также вяжу соединительную петлю в первый столбик ряда. На этом наш манжетик готов. Можем уже обрезать и закрепить нить. Также оформляем второй рукав и приступаем к обвязыванию горловины. Обвязывать горловину начнем от плечевого шва. Я подсоединяю рабочую нить. И будем подвязывать по 2 столбика без накида под каждый столбик с одним накидом. Вводим крючок, вяжу первый столбик без накида и по тот же самый столбик вяжу второй столбик без накида. Перехожу к следующему столбику и также подвязываю 2 столбика без накида. И так вяжем вокруг всей горловины. И заканчиваю ряд. Я вяжу соединительный столбик в первый столбик без накида. Следующий ряд будет состоять из столбиков с одним накидом. Каждую петлю мы провяжем столбик с одним накидом. Но в тех местах, где у нас имеется изгиб горловины, то есть это вот в плечевом шве, первый изгиб, вот здесь далее идет изгиб, там, где мы выполняли убавление. Затем вот здесь изгибы, где у нас ровный участок горловины. То есть всего на горловине имеется 6 изгибов, таких углов. И возле каждого угла мы будем выполнять убавление с одной и с другой стороны. Вот смотрите, сейчас у меня угол, я сейчас вяжу 3 воздушных подъема. Затем вяжу столбик без накида в ту же самую петлю, где у меня соединительная петля есть. Первый столбик и следующую петлю второй столбик. И затем, чтобы обвязочка лучше лежала, мы выполняем убавление. То есть делаем 2 столбика с одним накидом и общей вершиной. Я ввожу крючок в петлю, вытянула, провязала только накид. Опять выполняю накид, ввожу крючок в следующую петлю, провязываю только накид. На крючке осталось 3 петли, и я их все 3 провязываю за раз. И дальше опять иду, как обычно, просто столбиками с одним накидом. И когда мы будем подходить ко второму уголку, тоже выполним сначала перед ним такое убавление, а затем после него. Посмотрите, я уже подошла к следующему изгибу горловины. Вот у меня сам изгиб. То есть сейчас я свяжу убавление, займу 2 петельки, затем просто 3 столбика и опять убавление. То есть сейчас вяжу убавку,
Затем просто 3 столбика с одним накидом. И опять убавление. То есть таким образом вывязываем каждый изгиб на горловине. И заканчиваю я ряд убавлением. И вяжу соединительную петельку в первый столбик с одним накидом. Далее выполняю воздушную петлю, и в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда мы будем вязать столбик без накида. Начинаю с того же самого столбика, куда связала соединительную петельку. Вяжу столбиками без накида весь ряд до конца. Я выполнила последний столбик без накида, и теперь вяжу соединительную петлю в первый столбик ряда, и нить уже можно обрезать и закрепить. На этом обвязка горловины закончена. Кофточка готова. На этом у меня все. Если вам понравилось, то ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока!